Привет, меня зовут Алина Магнисали, и я очень рада видеть вас на своем канале. Здесь я рассказываю о жизни в Греции, а именно на острове Крит. Сегодня я расскажу вам о самом популярном и красивом месте на острове. Оно притягивает невероятное количество туристов. Это бухта Баласа. Это потрясающей красоты место находится в 100 километрах от города Ретимна. И если вы находитесь в Хане, то это еще ближе, около 50 километров. Как же туда добираться? Первый и самый простой способ – это купить экскурсию. В каждом городе есть специальные туристические агентства, где можно купить экскурсии в разные места на Крите и на другие острова. Вас будет сопровождать гид, и вы ни о чем не будете переживать. Вас заберут на автобусе от отеля и привезут обратно. Будете просто наслаждаться поездкой. Стоимость такого путешествия около 25-30 евро с человека. Второй способ – это поехать самостоятельно, арендовать машину и насладиться поездкой в кругу любимых вам людей. И вы не будете привязаны к общей группе экскурсий. Стоимость проката машины на острове около 25-30 евро в сутки. Конечно, цена проката зависит от многих факторов. От срока аренды, чем надольше вы берете автомобиль, тем ниже цена за сутки. Также влияют фактор сезонности, класс автомобиля и тип страховки. Мы уже пробовали вариант с экскурсией, в этот раз мы решили поехать самостоятельно. И в конце мы сравним, какой вариант лучше. Один из самых важных моментов – это то, что самостоятельно туда добраться можно двумя путями. Первый из них проходит полностью по суше, второй способ – отправиться морем от города Кисамос. До него можно добраться на той же арендованной машине или на рейсовом автобусе. Но мы решили поехать без пересадок. Живем мы в городе Ретимна, и, как я уже говорила ранее, расстояние от Ретимна до бухты Баласа около 100 километров. Перед тем, как куда-то ехать, я советую вам всегда читать отзывы, чтобы быть готовыми ко всему. Так вот, если вы решите поехать на бухту Баласа самостоятельно, вы должны знать, что дорога будет довольно сложной. В определенный момент начинается неровная грунтовая дорога, которая ведет через горы, крутые спуски, подъемы, узкие повороты и обвалы. В общем, супер экстрим. И так будет около 10 километров. Почему-то в самые красивые места на Крите не строят дороги. Мы с этим столкнулись, когда ездили на пляж Айо-Фарагу. Ссылку на это видео я оставила в описании. И там я уже говорила, если вы берете автомобиль в аренду, ни одна страховка не покрывает езду по бездорожью. Кого-то этот факт останавливает, и они в городе Кисамос пересаживаются на паром. Чтобы отправиться по морю, вам нужно быть здесь к 10 утра. Посмотрите расписание и купить билеты. Детский билет стоит 12 евро, взрослый 25. И вы можете спокойно плыть дальше. Час на пароме, и вы на месте. Ну а мы выбрали экстрим. Потрясло нас, конечно, хорошенько, и иногда было довольно страшно ехать у края обрыва. Мы приехали не с самого утра и были в шоке от количества машин, припаркованных вдоль дороги. Но все же мы решили испытать удачу и поехали на парковку. И нам повезло. Не пришлось оставлять машину далеко и идти пешком 2-3, а то и 4 километра, если не больше. И вот она, долгожданная встреча. Почему в этот раз мы решили ехать самостоятельно? Потому что только отсюда можно увидеть эту потрясающую картину. И если вы будете ехать на пароме, вы будете лишены этого. Здесь встречаются три моря – Ионическое, Эгейское и Ливийское. Это место очень часто называют Критскими Мальдивами из-за удивительного ландшафта, роскошных пляжей и множества оттенков воды.
Говорят, что в разное время суток на Балос можно наблюдать до 17 оттенков. Это из-за того, что вода содержит уникальный состав минералов. Отсюда очень хорошо видно полуостров, который называется Тигани, что с греческого переводится как «сковородка». И по правую сторону виднеется остров Грамвуса. Известен он своей исторической венецианской крепостью, которая все еще стоит на высоте 137 метров над уровнем моря. Она была построена в 1579 году в качестве защитного сооружения от Османской империи. Форт также использовался пиратами, и говорят, что где-то там глубоко спрятаны сокровища. Кроме того, старое судно, которое было оставлено много лет назад около берега, стало характерной частью пейзажа. Вид отсюда, конечно, прекрасный, но хочется уже спуститься к морю. Спуск вниз около 1,5 километра, достаточно крутой, и я советую быть в кроссовках или любой другой удобной обуви и хорошенько намажьтесь солнцезащитным кремом, так как тени в ближайшее время точно не будет. Если вы устанете спускаться самостоятельно, вы можете воспользоваться услугами осликов. Спуск вниз будет стоить 5 евро, вверх уже тяжелее 8 евро. Еще несколько лет назад Балос был полностью диким, но сейчас здесь можно взять в аренду лежаки и зонтики, и также есть туалеты. Но если вы не захотите брать зонтики в аренду, то нужно брать свои, так как на пляже нет тени. Туристов всегда очень много. По статистике летом Балос посещают около 3000 туристов в день, особенно активный август месяц. И удивляться нечему, ведь это действительно рай на земле. На Крите не так много пляжей с песком. В основном это галька. Заходить в воду и быть на пляже не всегда комфортно. Но этот пляж что-то невероятное. Бело-розовый песок, вода прозрачная, как слеза, и очень-очень теплая. Атмосфера тут просто фантастическая. В этот раз мы решили провести закат и ушли с пляжа последними. Это было очень романтично, просто не передать словами. Уставшие, но довольные вернулись домой. Что ж, перейдем к плюсам и минусам. Как лучше ехать на этот пляж? Брать экскурсию или самостоятельно на машине? Конечно, и в первом, и во втором случае есть свои плюсы и минусы. Перейдем к плюсам экскурсии. Это безопасный, интересный, менее энергозатратный способ увидеть Балос. За вами приезжает автобус, гид рассказывает много интересной информации, вас привозят обратно. В общем, минимум забот и проблем, что очень важно на отдыхе. Также на пароме есть кафе, где вы можете купить воды, покушать, потому что на пляже, соответственно, нет ничего. Вы не будете рисковать своим автомобилем, спускаться 1,5 километра к пляжу. И также вы посетите не только Балос, но и остров Грамвуса. Перейдем к минусам. Вам придется подстраиваться под общее расписание, и вы будете ехать на автобусе, на пароме, где большое скопление людей, что в наше время небезопасно. Также на пляже вы побудете всего пару часов, и уже нужно будет переезжать на остров Грамвуса. Там, конечно, красиво, но весь отдых получается в спешке. И если у вас морская болезнь, то отдых будет не из приятных. Плюсы поездки на машине. Вы не зависите ни от кого. Вы можете приехать ранним утром, когда еще нет большого скопления туристов. Вы будете находиться в кругу самых близких и любимых вам людей. На бухту Балоса открывается прекраснейший вид со смотровой площадки. Самое главное, вы можете быть на пляже столько, сколько захотите. Встретить рассвет, провести закат. Вам не нужно никуда спешить. Минусы. Это, конечно, не самый безопасный способ для вас и для вашего автомобиля. Спуск вниз довольно долгий и сложный, а подниматься будет еще сложнее. Нет возможности посетить остров Грамвуса, и нужно помнить, что там живут козлики и козочки, и они любят посидеть на капоте или даже на крыше машины.
От себя могу сказать, что оба эти варианта мне по-своему понравились. И все ведь зависит от того, как вы любите отдыхать. Если вы хотите спокойно, без нервотрепки, то это только экскурсия. Ну а если вы любите экстрим, острые ощущения, то по Криту вам лучше путешествовать на машине. И я надеюсь, что в скором времени здесь построят дороги в самые красивые места, и мы будем спокойно ездить и наслаждаться отдыхом. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И впереди вас ждут еще очень много интересных видео о жизни на Крите. До встречи!